Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на октябрь для знака зодиака Весы. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в октябре. Представители знака зодиака Весы. Работать я буду на Таро Акаши. На этой колоде работают на прямых и перевернутых. Она имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Энергия октября, знак зодиака Весы. Хорошо, с какой энергией вы входите в октябрь из сентября? Что вас ждет в октябре? Первая декада, вторая декада, третья декада и энергии, с которой вы выходите из октября в ноябрь. Энергия, с которой вы входите из сентября в октябрь. Здесь у вас ложится семерка ключей. Карта называется «Подъем, восхождение». И она прямая. Мы видим, человек взошел на какую-то гору. Здесь его показывают как альпиниста. То есть не кто-то его туда перенес, а именно он сам шаг за шагом поднимался в какую-то гору. При этом к этому восхождению привела его тяжелая работа, может быть, и решительность. То есть карта может показывать, что с вашими огромными усилиями вы можете использовать самого себя, чтобы добиться самых высоких целей, причем с гарантированным успехом. Да, здесь, как у альпиниста, может быть какие-то сопутствующие риски, но все равно вы достигли какой-то вершины. Это может быть продвижение или получение более высокого положения, но это не просто какая-то удача или фортуна. Это именно ваша собственная тяжелая работа, рвение, которое наконец-то приносит вам вот эти достижения, к которым вы стремились. Карта говорит: действуйте в том же духе, вас ждет подъем на высоту. Но у всех это может быть связано с разными сферами жизни. Кто-то, может быть, продвигается по карьерной лестнице, кто-то добивается успеха, может быть, в своем бизнесе. Также это может быть рост вашего авторитета, влияния. Ну, я больше думаю, что все-таки это ключи. Ключи — это карьера, это собственность, это достижение материального мира. Может быть, реально кто-то добился очень хорошей должности или высокого материального положения. Хорошо, первая декада октября. Здесь у вас ложится семерка роз. Карта называется The Journey. The Journey — это путешествие. И она у вас прямая. То есть для вас карта показывает в первой декаде октября время путешествий, переездов, перемещений. Вы можете направлять свою работу или творческие усилия совершенно в новом направлении. Будь то это новая отрасль, а может быть даже новое место. Но как бы то ни было, путешествие у вас происходит. Оно обязательно приведет вас в новые места, к новым огромным, может быть, возможностям. Но для этого от вас может потребоваться оставить что-то надежное и безопасное позади. Вот эту вот гавань. Для вас сейчас не время задерживаться в зоне комфорта. У вас наступило время для поиска и изучения новых миров. Поэтому собирайтесь. Вторая декада. Здесь у нас ложится шестерка роз. Она у вас перевернутая. Карта называется The War of the Rose. Это война роз. И мы видим, что стоит противостояние двух линий конных рыцарей. На небе уже сгущаются тучи. И эти рыцари стоят уже наготове, как бы для того, чтобы пуститься в бой. Да? Карта может показывать войну в отношениях или битву в вашем сердце относительно отношений. Но отношения эти могут быть не обязательно любовного характера. Это может быть начальник подчиненный, это может быть бизнес-партнер, это могут быть друзья, родственники, кто-то из вашей семьи. Но так как у вас карта
легла в перевернутом положении, она говорит, отношения с кем-то во второй декаде октября у вас могут быть полностью разорваны. То есть какой-то конфликт разрушит, может быть, вашу жизнь или вашу работу, или какие-то другие ваши отношения. Да, вы можете ощущать потерю, может быть, даже горе. Но самое главное, карта говорит, постарайтесь увидеть ситуацию такой, какая она есть. Если это любовный интерес, то будьте честны с собой о том человеке, с кем у вас или из-за кого у вас война в вашем сердце. Скорее всего, человек не тот, за кого он себя выдавал. Сейчас вас призывают подняться вот над этим полем, над этим конфликтом. Скорее всего, вы прилагали усилия, чтобы избежать его, но эти усилия ни к чему не привели. Поэтому карта говорит, отстранитесь вот от этой битвы, от этой баталии, которая оставила вас израненным. Вас ждет новая жизнь. И третья декада октября, здесь ложится тройка свитков. Карта называется Setting Your Course. Проложи свой курс или установи свой курс. Но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, плывет корабль. Здесь радуга, то есть это какие-то надежды. И 3 человека. 2 прокладывают путь, а 1 смотрит вперед в подзорную трубу. Так как карта ложится перевернутая, она может вас предупреждать, что вы не смотрите так далеко вперед, как можете. Или не даете себе свободы двигаться вперед. Сейчас вам нужно попытаться избавиться от привычки сдерживать себя. Это может быть недопонимание в каком-то проекте, в дружбе или в отношениях. Вот это может идти отсюда, с кем у вас здесь разорванные отношения. Здесь может быть человек, который вводит вас в заблуждение. Может быть, он не справляется со своим бременем или нагрузкой. Но так как здесь 3 человека, карта говорит, может быть, небольшой партнерский союз или объединение могут полностью распасться. Также планы поездки или переезда могут быть изменены или отменены. И энергии, с которой вы выходите из октября в ноябрь, здесь ложится король свитков. Так как это фигурная карта, она может показывать на разъединение с мужчиной, склонному к чрезмерному анализу, обдумыванию. Это может быть потеря друга, сотрудника или же любовных отношений. Карта может говорить, что человек образованный, коммуникабельный или преподающий, будь то это вы или важный для вас мужчина, может потерять свое местоположение или испытывать затруднения в понимании. Когда эта карта выпадает перевернутая, она ставит вас в известность, чтобы вы продумывали все вещи и получили ясность, необходимую для устранения путаницы или беспорядка в вашей жизни. Для вас наступает отличное время получить более широкий взгляд на вещи. И у вас есть возможность привнести вот этот просвещенный взгляд в любую ситуацию, когда вы сделаете шаг назад и посмотрите на все это по-новому. Вот такой у вас получился прогноз. Да, вот по этой карте, по-моему, я не сказала, но вот эти отношения, с кем вы здесь их разорвали, это отношения кармические. Поэтому они были сложные. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.